Вот это да, неужели? Фух, я добрался. Вот это да. Градусов 10-15, наверное, на улице. А в домике натопил, жарище невозможное. Так, ложусь. Так, ну чурки закончились, одна чурочка осталась. Вот. Поэтому сейчас я пойду пройдусь, посмотрю, может где-то притяну одну-две лисины. Так, вот смотрю, я тут валяется. Полно бревен. Сейчас попробую ее отпилить, посмотреть, что это за бревно. Как сыграла. Хорошая. И тут. Отлично. Пошел за второй. Опа.
Третий сейчас сразу. Эту длинноватую отрезал. Тяжелая. Опа, есть. Фух. Присяду, отдохну. Да думаю, надо притянуть бревна. Алексей придет. Я эти чурки израсходовал. Самому ему идти тягать их все-таки тяжело. Но у меня покуда есть время. Сейчас 5 минут перекура и занимаюсь. Отдохну немножко. 5 минут. Фух. Помою руки, не хочу идти на улицу. Там холодно, я мокрый. Воду грязную вылью я под печку. Чистой водой умоюсь. Фух, неужели я присел? Что-то я сильно кинулся в работу, прям яро.
хотел зашить, но уже время 12 часов. Покуда я сейчас там туда-сюда, уже будет 2 часа. 2 часа и надо будет уже собираться домой. Так как вы видели, какая дорога, если я немножко задержусь, потом по темному будет смеркаться, я там вообще не проеду. Тем более здесь ходить, и мне здесь сразу идти на подъем. Я на велосипеде не смогу выехать, это мне нужно будет его вести на самый верх. Там надо посмотреть, там есть еще функция такая, в компьютере, в самом блоке управления. Функция пешехода. Колесо переднее тянет, не более 5 километров в час. То есть помогает велосипед. Не ты тянешь его, а велосипед тебя, ты его ведешь, и велосипед тебе тянет. Есть у меня такая мысль, в общем, взять такой помощнее электровелосипед, чтобы можно было на нем ездить и под гору, под хорошую, здесь вот выезжать, чтобы не тянуть велосипед. Вот, и чтобы велосипед не крутить педали, чтобы он действительно был мощный, хотя бы чтобы киловатт или киловатт 200, чтобы можно было, как говорится, нормально ездить на нем. В общем, если что, напишите и расскажите, какой у вас велосипед, я хотел бы поинтересоваться. То есть, если у кого-то есть электровелосипед какой-то там мощный, будем говорить, более киловатта или киловатт. И по лесу здесь нужен такой велосипед, чтобы у него шины были широкие. Не такие, как на обычном велосипеде, там узенькие, такие они проваливаются. Вот, а широкая шина такая, чтобы была, чтобы она глотала все неровности лесные. Так, я пока перекушу, потом попью чай с конфетками. Надо покушать. Тут осталась у меня еще картошка с салом. Я разогрел немножко. Не оставлять же ее, нужно докушать. Картошка вкуснячая. Да, который год это приходит весна, все ждут, когда уже этот лед сойдет. То есть, не когда лед сойдет, а когда эта шуга уже пропадет, чтобы можно было спокойно уже порыбачить на воде. Приходит осень, все ждут, когда уже быстрее лед станет, чтобы можно было на льду порыбачить. И так каждый год, да? Так, все, я перекусил. Сейчас конфетку скушаю. И буду продолжать. Свитер-то одену. Как-то так. Пошел. Но сейчас, друзья, я хочу сделать небольшую вставочку в это видео, и вы поймете, что это за вставочка. Многие писали по поводу окна. Я задавал вопрос, как вы помните, в лесном домике. Там, осталось одно маленькое окошко. Вот, и я не знал, если честно, что с ним делать. Хотел полностью, в общем, думал уже полностью его заложить, то есть, чтобы не было геморроя. Но потом многие сказали так, предложили такой вариант, чтобы сделать там форточку, то есть окошко, чтобы то окно, оно открывалось. Но для этого нужно сделать, как говорится, сам каркас, куда будет и так, в общем, створка, чтобы это окошко заходило туда. Вот, и чтобы она на навесах открывалась. И поэтому вот я хочу сделать такой вот у меня дома дубовая доска, сороковка. Вот, сейчас я ее здесь край обрежу. И попробую снять здесь четверть. Вот, вырезать в этой доске, если получится, конечно. Сейчас буду пробовать. И потом эти четвертинки уже повезу туда, и там уже их сошью, скручу в каркас, потому что я не знаю точных размеров того окна. В общем, как-то так. Сейчас буду делать. Вот.
полы менял, эти доски снимал, то половина досок погнила. Отлично, эти доски хорошие, и гвозди в них хорошие, не погнили. Так, настроил я станочек, чтобы выбрать четверть. Так, ну что, поехали, пробую. И вот это вот мешает, нужно его снять. Так, снял я. Все, теперь можно работать. Заготовочки две. Сейчас я обстригаю, чтобы она ровненькая была. Чтобы одна сторона была ровная, чтобы потом я здесь ровный проем сделал. Вот видите, как получилось. Значит, тут я сейчас выбрал и теперь вот так вот спилю тоже. Ну а теперь мне надо выставить вот эту вот высоту ограниченную 1,5 сантиметра, чтобы она выходила, и спилить. То есть вот эти вот край мне нужно вот так вот спилить. Полтора сантиметра выходила рабочая часть. Есть 1,5. Креплю. Хорошо, чтобы не опускалось. Опа. Все, и теперь надо ограничение сделать. Ограничение, глубина. Будем говорить, у меня здесь сколько получается? 27. Выставил я 27 и сейчас сниму.
Ну и как вы видите, вот так вот оно все выглядит. Будет, значит, сюда будет окошко закрываться, притвор этот. Вот четверть тут выбрано вот так вот. Тут, что осталось, я почищу, чтобы ровненько было. В общем, притвор вот такой вот получится. Вот он, с торца. Что мы получаем? Вот такой вот будет квадрат. Но окно там, конечно, поменьше. Но я не знаю размеры окна. Поэтому делаю без размеров, чтобы на месте уже подогнать. Значит, сейчас я одну сторону подгоню. И то я даже одну сторону не могу. Я даже не знаю этот размер какой. Да. Будем говорить, плохо это дело. Значит, нам нужно же, чтобы вот в этом месте стыковалась она. И чтобы вот так вот был нормальный стык. Вот здесь вот, видите, оно как получается. А должно вот это вот быть закрыто. Значит, здесь нужно вот эту вот выборку раз сделать и выпилить, чтобы она вот так вот за подлицо туда заходила. Вот эта часть. И тогда стыковалась здесь. И вот здесь вот я отметил. Вот она. Значит, вот, вот здесь надо срезать на глубину вот эту, которая сейчас выставлен. И вот это вот сколоть. И вот так вот. Ну тут видите, хорошо, я здесь на циркулярке сделал выборку, хорошо проточил все. Если бы у меня были размеры окошка, я бы сделал бы четко под размером. Но лучше, конечно, всего делать на месте, то есть вставить окно сразу в пазе, она будет стоять. Сделать, чтобы был небольшой зазор и сразу сбить каркас по окну. Заходить сюда и будет открываться. А если что, то можно будет сделать, ну, смотря куда, еще один такой вопрос, куда интересно сделать, чтобы оно открывалось, то ли наружу, то ли вовнутрь. Но я все-таки думаю, что наружу, чтобы не мешала здесь внутри она. Так как будешь внутрь, если открывать, тут печка, будет умывальник, будет становиться, и она, наверное, будет все-таки мешать. И она не откроется полностью. Можно, конечно, ее перевернуть вот так, поставить. И вот так, чтобы она вовнутрь открывалась. Вот этот, друзья, ролик я выставлю со своим последним видео. И хочу, чтобы вы мне подсказали, как лучше все-таки сделать. То есть, чтобы окно вовнутрь открывалось, или чтобы окно открывалось наружу. Вы меня поняли. То есть, я думаю, что, конечно, лучше может быть всего, чтобы вот я если внутри нахожусь, чтобы оно открывалось вот так. Но если она будет открываться вот так, вот это окно будет над печкой. И оно может мешать. Если оно будет вот в эту сторону открываться, то оно будет возле прохода, как вы поняли уже, тоже будет мешаться. Но я так думаю, что лучше всего, если она будет, конечно, вот так, окошко находиться снаружи. То есть снаружи я вот так открыл окно, и она вот так вот открыто, окошко становится. Можно сделать, конечно, чтобы она открывалась вот так. Можно, чтобы она открывалась вот так. В общем, по-разному. Я, если честно, ну как-то вовнутрь просто мне кажется, что если я сделаю, что она будет открываться вовнутрь, она будет мешаться. И печки, и там полезтые там
Я не знаю, даже зимой ты открыл, готовишь, не говоря уже летом. Зимой просто жарко, когда готовишь печку. Окно открыл, и оно открывается сюда вовнутрь на печь. Значит, что будет тогда? Ты наклонился, об окно головой ударился. Поставил что-то на печку, головой ударился. Вот. Все-таки я думаю, что если она будет наружу открываться, это будет лучше. Ну, в общем, друзья, подскажите мне, пожалуйста. Но это будет в следующей серии, когда я буду уже устанавливать это окно там. А пока я сделал только заготовки дома. Ну и тут можно еще одну чурку положить. Я думаю, раствора должно хватить. Чурка вот есть. Такая же, как та. Она еще два. У нее такая каракатица. Непонятно, как ее. Так, сейчас я просто такую длину отрежу, потому что, ну, это такая каракатица, что не пойдет. Так, отпилил чурку я. Так, и вот так вот она сюда ляжет. Отлично. Так, ну и нам надо отмерить вот так вот длину. Есть. И нам, скорее всего, вот так вот надо будет и выковать. Где-то так. Опа. Угу. Пропилить еще здесь. Вот так вот. Сейчас примерю. Чуть-чуть надо еще допилить, сколоть. Отлично. Вот такая вот штучка получится. Опа. Отлично. Садится.
Так, ну а тут что? Тут мышка наела орехов каких-то, натягала. Или кто здесь был? Ага, орехи налущила. Или белка. Так, ну вот тут можно что? Тут можно тоже одну чурку. Так, а как же ж ее сделать? Чурку, большую чурку. Вырезать, чтобы она сюда зашла. Так, надо вот так вот вырезать. Вот по этой длины. Сейчас сделаем. Вот так вот. Тут сучок здесь. Видите? Ну, чуть-чуть срезать, чтобы не переколоть. Вот так вот. Опять этот сучок. Так, есть вот так вот. А тут надо вот так вот выколоть. Я думаю, хватит.
дырку ту зашпаклевать, чтобы она там не дула. Ну, как-то вот так вот получилось, друзья. Ну, вот так вот угол. Вот это вот все заложено здесь. Тут тоже все заложено. Эта дырка тоже все заложено. И угол этот. Все заложено, закладено, как говорится. Теперь сифонить здесь не будет. Не буду. То есть тут уже под самый верх осталось, наверное, 1,5 ряда. Ну, в общем, 2 ряда надо будет ложить. Второй ряд уже будет под самый верх, я думаю. Раствор законченный, чурки закончились, аккумуляторы все посаженные. Притянул я Алексею, если он будет у него возможность ложить стенку, значит 3 бревна, на 3 бревна он попилит своей пилой, ну и если будет желание, продолжит или заложит эту стену. Это на дрова пойдут, все, соберу здесь, чтобы было чем растапливать печку. Это не влезет, это большие пусть тут лежат. Вот на этом я заканчиваю свою работу. Ну вот, друзья, и закончился второй день практически моего пребывания здесь, в лесном домике. Так что день заканчивается, уже около 4 часов. Мне еще дороги 10 километров практически на велосипеде. Вы видели, по какой дороге я сюда ехал. Так что на этом я буду с вами прощаться. Все, друзья, до свидания, до новых встреч на моем канале.